Цефазолин – полусинтетический цефалоспориновый антибиотик первого поколения, широкого спектра действия, для парентального применения. Действует бактерицидно, подавляя биосинтез клеточной стенки бактерий. Показания. Бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, мочевыводящих и желчевыводящих путей, органов малого таза, кожи и мягких тканей, костей и суставов, эндокардит, сепсис, перитонит, средний отит, остеомиелит, мастит, раневые, ожоговые и послеоперационные инфекции, сифилис, гонорея и другие заболевания, вызванные чувствительными к цефазолину микроорганизмами. Профилактика хирургических инфекций в пред- и послеоперационном периоде. Способ применения и дозы. Цефазолин вводят внутримышечно и внутривенно, струйно и капельно. При внутримышечном введении разовая доза для взрослых составляет 0,25 грамм каждые 8-12 часов. Средняя суточная доза составляет 0,75-1,5 грамма. При тяжелых инфекциях назначает по 0,5-1 грамму каждые 6-8 часов. Максимальная суточная доза 6 грамм. В редких случаях 12 грамм. Для профилактики послеоперационных осложнений вводят в дозе 1 грамм за 30 минут до операции, 0,5-1 грамм во время операции и 0,5-1 грамм каждые 4-8 часов в течение суток после операции. Детям старше 1 месяца назначают в суточной дозе 25-50 мг на килограмм. При тяжелых инфекциях 100 мг на килограмм. Суточная доза разделяется на 2-3 приема. При назначении препарата следует определить чувствительность к нему выделенных возбудителей, используя диски, содержащие 30 микрограммов цефазолина. При нарушениях выделительной функции почек у взрослых доза препарата уменьшают, интервалы между введениями увеличивают. Начальная длительность лечения составляет 7-14 дней и более, в зависимости от тяжести заболевания. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам группы цефалоспоринов и другим бета-лактамным антибиотикам. Беременность. Возраст до 1 месяца. С осторожностью. Печеночная, почечная недостаточность. Псевдомембранозный энтероколит. Побочные действия. Возможны аллергические реакции. Гиперемия, кожная сыпь, крапивница, кожный зуд, бронхоспазм, эозинофилия, отек квинки, артралгия, анафилактический шок, мультиформная эритема, злокачественная эксудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона. Со стороны нервной системы, судороги. Со стороны мочевыделительной системы. У пациентов с почечной недостаточностью при применении препарата в больших дозах 6 грамм может развиться почечная недостаточность. Со стороны пищеварительной системы тошнота, рвота, диарея, боль в животе, псевдомембранозный энтероколит. Редко холестатическая желтуха, гепатит. Со стороны органов кроветворения лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, тромбоцитоз, гемолитическая анемия. Местные реакции при внутримышечном введении, болезненность в месте введения, при внутривенном введении, флебит. Прочие желудочно-кишечные расстройства, дисбактериозы, суперинфекция, вызываемая устойчивыми к антибиотику штампами. Особые указания. Пациенты, имевшие в анамнезе аллергические реакции на пенициллины, карбапенемы, могут иметь повышенную чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам. При развитии аллергических реакций введение препарата следует прекратить и назначить соответствующую десенсибилизирующую терапию. При развитии почечной недостаточности следует снизить дозу препарата и лечение в дальнейшем проводить под контролем динамики содержания азота мочевины и креатинина в крови. При назначении препарата возможно обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно колита. При размораживании раствор сохраняет стабильность в течение 10 дней при хранении в холодильнике 5 градусов Цельсия или 48 часов при комнатной температуре. Безопасность применения у недоношенных детей и детей первого года жизни не установлена. Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 5 градусов.